С обновлением 8.4 в World of Tanks Blitz врываются польские тяжелые танки. Ладно, врываются, громко сказано. Это классические тяжи с хорошей защищенностью и высоким разовым уроном. Новые польские танки — часть дерева сборной Европы. Ветка начинается с 40 ТП Хабиха на 6 уровне. Он неплохо бронирован и достойно танкует против техники своего уровня. Главное не подпускать врага слишком близко и не давать прицелиться в комбашенку. Скорострельное и точное орудие поможет держать противника на почтительной дистанции. На 7 уровне обосновался 45 ТП Хабиха. Танк стал динамичнее, его броня крепче, а урон больше. 45 ТП отлично проявит себя в наступлении в связке с другими тяжами, а при необходимости усилит направление средних танков. 8 уровень, 53 ТП Марковского. Этот живучий тяж создан для ближнего боя и прорыва вражеской обороны. Простая форма корпуса и прочная броня позволяют уверенно танковать ромбом. Приплюснутая башня — отбивать снаряды в рикошет, а пушка — наносить врагу значительный урон. На 9 уровне расположился 50 ТП Тышкевича. 250 мм во лбу башни и 120 мм наклонного верхнего бронелиста. Тот еще крепкий орешек. Крупный калибр, высокий разовый урон при долгой перезарядке, хороший угол склонения орудия и высокое расположение башни. Для 50 ТП лучше всего подойдет игра от башни. Спрячь корпус, сделай прицельный выстрел и откатывайся назад. И размен уроном всегда будет в твою пользу. 10 уровень, 60 ТП Левандовского. 280 мм во лбу башни. Прочный лоб корпуса, экранированные борта. 60 ТП — это крепость на гусеницах. Пробить эту громадину сложно, нужно выцеливать лючки. И даже пробития не так уж страшны. У 60 ТП полно очков прочности. Верхний бронелист под рикошетными углами выдержит большинство попаданий. Главное не подставлять уязвимую нижнюю лобовую деталь. А чтобы совсем осложнить жизнь сопернику, постоянно двигайся, и ему будет куда сложнее попасть в лючок на башне. Орудие 60 ТП — отдельный разговор. Во-первых, посмотри на размер. Внушает. Во-вторых, запомни число 600. В среднем столько ты будешь откусывать от танков противника. Лучшая позиция для 60 ТП — первая линия. Именно там можно реализовать потенциал машины. Важно хорошо прицелиться, потому как с высокой альфой в комплекте идет перезарядка около 14 секунд. Используй это время, чтобы спрятать лоб и спровоцировать врага на выстрел. И тут же наноси ответный удар. Чтобы прокачать игру, используй специальное снаряжение и амуницию. Национальные блюда улучшают мастерство экипажа. Фаворки на 3%. Журек на 10%. Они подходят для всех 5 машин. Все остальное применимо для тяжелых танков с 7 по 10 уровень. Это снаряжение вольфрамовые сердечники, амуниция улучшенный порох, трансмиссионное масло и, представь себе, улучшенное трансмиссионное масло. Вольфрамовые сердечники меняют формулу расчета урона в бою. Обычно урон рассчитывается случайным образом в диапазоне от 75 до 125% от среднего. Если средний урон твоего танка 600 единиц, то в бою ты можешь отнять у противника от 450 до 750 очков прочности. Вольфрамовые сердечники на 20 секунд сужают этот диапазон. В случае пробития ты нанесешь от 105 до 125% урона от среднего. Например, минимальный урон за выстрел на 60 ТП составит 630 единиц, а максимальный — 750 единиц. Улучшенный порох увеличивает скорость полета снаряда на 35%. Амуниция работает в течение всего боя. С ней ты с большей вероятностью попадешь в быстрые цели на дальней дистанции. Трансмиссионное масло увеличивает мощность двигателя на 3% и добавляет 2 км в час к максимальной скорости вперед и назад. Улучшенное трансмиссионное масло усиливает двигатель на 6% и ускоряет танк на 4 км в час. Эта амуниция поможет быстрее добираться до позиций и вовремя отступать. Какие расходники взять в бой, решать тебе. Пробуй разные сочетания и выбирай подходящую комплектацию для каждого танка. Польские тяжи — надежные и простые в освоении машины. Они придутся по вкусу и начинающим танкистам, и ветеранам.
Прокачай ветку 60 ТП и наслаждайся прочной броней и мощью орудия.